Тельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июль 2026 года. Очень интересный месяц, много событий астрологических, и одно из них, которого при нашей с вами жизни еще не было, очень мощное, трин между Ураном и Плутоном, между двумя очень сильными планетами. Но не забываем, что Меркурий 29 июня развернулся в ретроградное движение и пробудет до 23 июля ретроградным. Будут возвращаться люди из прошлого, какие-то незавершенные разговоры, пересдача экзаменов, вопросы обучения, поездок, может быть, вы поедете туда, где вы уже бывали, общение с родственниками, незавершенные дела прошлого. Но июль будет все равно очень активным месяцем. Переходите, смотрите, что подробно принесет Меркурий ретроградный, чего нельзя делать, что можно делать при ретро-Меркурии. У меня есть отдельное видео, там для каждого знака я рассказала, в какой сфере что у вас будет происходить. И 30 июня Юпитер перешел в знак Лев, ваш 4-й дом гороскопа, запустил новый годовой цикл, связанный с домом, семьей, недвижимостью, местом жительства и вашим жизненным фундаментом. Переходите, смотрите, там я впервые на обложку поставила свое фото. Спасибо, кстати, за вашу поддержку, комплименты, комментарии. Я не ожидала такого количества. Переходите, смотрите. И для многих из вас, тельцы, ближайшие месяцы принесут вам переезд, ремонт, покупку жилья, расширение семьи и важные события у родственников. Но самая активная тема июля – это деньги. Ваш 2-й дом финансов буквально находится под напряжением и одновременно под очень огромным потенциалом роста. Весь месяц будут активны сферы денег, покупок, трат, доходов. Могут быть неожиданные предложения по работе, новые источники дохода, крупные покупки, вопросы кредитов, инвестиций, имущества и финансовых решений. У кого-то из вас изменится способ заработка, у кого-то появится дополнительный доход, а кто-то впервые за долгое время увидит реальные возможности увеличить свой уровень жизни, улучшить свой уровень жизни, увеличить свой доход. Особенно важно то, что в июле будет работать гармоничный и самый редкий аспект Урана и Плутона. Такой аспект при нашей с вами жизни вообще его не было. И именно для вас, тельцы, он напрямую связан с деньгами, карьерой, статусом и крупными жизненными достижениями. Аспект работает не один день, он открывает окно возможностей до ноября 2026 года и еще раз повторно случится в конце ноября. Все, что начинает происходить сейчас в финансовой сфере, в вопросах работы, может иметь очень важные последствия на месяцы и даже годы вперед. Я думаю, это видео будет очень длинным, потому что много событий нас с вами ждет. Я хочу подробно затронуть все. Подписывайтесь на телеграм-канал, там я дополнительно по аспектам пишу гороскопы, прогнозы для всех знаков, даю рекомендации. Перемены в вашей жизни уже включились, может быть, вы их не замечаете, но главный вопрос в том, насколько вы готовы выйти за пределы привычного и воспользоваться теми возможностями, которые начинают открывать перед вами этот месяц. Для того, чтобы проигрался в плюс гороскоп, чтобы энергии месяца принесли вам только прекрасные возможности увеличения дохода, пишите в комментариях во благо мне и моей семье. Принимаю, благодарю. Если вы впервые на моем канале или вы давно думали о консультации, можете мне писать в Телеграм, Инстаграм, либо на электронную почту, натальную карту, посмотреть, какие напряженные есть аспекты, как проработать, где у вас, через что приходят деньги, денежный канал, реализация, формулу брака, когда, как встретить свою вторую половинку, что проработать для того, чтобы встретить, какие периоды они могут быть самыми благоприятными. Прогноз на год. Можете мне по любым вопросам писать в Телеграм, либо на электронную почту. Все ссылки в закрепленном комментарии я оставляю. 4 июля Марс соединяется с Ураном в Близнецах в вашем 2-м доме гороскопа. Самый нервный, напряженный, непредсказуемый аспект месяца, потому что соединение считается нейтральным аспектом, но все-таки это Марс, Уран. Марс отвечает за действие, скорость, импульс, Уран за внезапность, электричество, сбои, резкие перемены. Близнецы связаны с дорогами, транспортом, документами, телефоном, гаджетом, интернетом, обучением, информацией, переговорами и постоянным движением, перемещением. Поэтому события этого дня очень непредсказуемы. Вас могут внезапно вызвать на работу, заставить срочно куда-то поехать, отправить командировку, оформить какие-то документы, вы можете купить билеты неожиданно, либо происходит какая-то ситуация, когда вам нужно сразу покупать билеты и вылетать, улетать. Можете решать вопросы с автомобилем, с гаджетами, техникой. Техника может давать сбой, навигация по пути тоже. Могут быть неожиданные расходы на машину, ремонт,
бытовую технику или другие какие-то, ну, что-то, к примеру, там прорвало трубу или перегорел телевизор. То есть тут нужно быть осторожными, могут быть такие непредвиденные траты. Будьте внимательны с финансами, потому что этот аспект действует с 4 по 6 июля. Вы можете купить что-то на эмоциях, потратить больше запланированно или принять какое-то финансовое решение под влиянием момента. Может возникнуть ощущение, что сейчас, прямо сейчас нужно действовать немедленно, что-то купить, потратить, вложить, но тут важно не спешить. Еще повышается вероятность суеты, забывчивости, когда вы торопитесь, потеряли документы, не те отправили или ключи забыли, кошелек. Осторожно, если вы выходите из дома, всегда проверяйте, вообще в июле, весь июль такой у нас под ураном, проверяйте, выключили ли вы электроприборы, утюг, плиту, тут будьте осторожными. Разговоры, переписки тоже будут напряженными, вы можете с кем-то поругаться и по телефону, или в интернете, потому что не только вы, в принципе, люди будут более раздражительными, перебивать друг друга, спорить, резко реагировать на словах в эти дни в начале июля. Конфликт может вспыхнуть буквально на пустом месте из-за сообщения, комментария, неудачной фразы, может быть даже с коллегой перепалка. Еще Меркурий связан с огнем, а Уран с электричеством, поэтому будьте осторожны, не ложитесь спать с зарядками или какими-то пауэрбанками возле себя. Осторожность нужна и за рулем, обязательно, потому что день будет провоцировать торопиться, или, может быть, вы опаздываете быстро там проехали на красный свет или нарушили там, не знаю, какие-то правила дорожного движения. Вот этого делать не нужно. Лучше опоздайте, но безопасно доедьте. Второй дом связан с телом, физическим состоянием, поэтому есть риск каких-то мелких травм бытовых из-за невнимательности, спешки. Быстро там делали себе бутерброд, порезались, или ожог, ушиб, растяжение. Тут нужно быть очень осторожным. Я не хочу делать плохие прогнозы, но я вынуждена предупредить, что просто больше осторожности. Осторожность с этими, с острыми предметами, инструментами, горячими жидкостями и электричеством. Но у этого аспекта есть и сильная сторона, потому что он способен вас выдернуть из рутины, из застоя. Может появиться неожиданная идея заработка, новый способ получения дохода, внезапное решение старого денежного вопроса или возможность какая-то, которая быстро изменит ситуацию, которая давно не сдвигалась с места. Главное не действовать из раздражения и паники. Все, что происходит в районе 4 июля, будет требовать от вас гибкости, скорости реакций и холодной головы. Любая резкая перепалка, какой-то гневный ответ в переписке, спор с водителем, оператором колл-центра может обернуться для вас финансовой потерей. Не подписывайте важных бумаг на эмоциях, не совершайте импульсивные покупки, тем более, что Меркурий у нас уже ретроградный. Особенно осторожно с гаджетами, техникой, потому что Уран может бить по новым приобретениям именно в эти дни. К примеру, вы купили ноутбук, пришли домой, а он не включается или что-то не так. Осторожно, можете купить в попыхах, и потом окажется это сломанным, или что нужно дополнительно там что-то оплачивать, гарантию какую-то брать. Но все равно вспышка Марса и Урана высветит то, что в вашем материальном мире давно держалось на честном слове. Куда утекают деньги, что из имущества тянет у вас энергию. В этот день хаос будет для кого-то из вас играть в плюс. Вы поймете, что нужно что-то выбросить, что-то продать, может быть, что завалялось дома. Может, вы машину, автомобиль выставляете на продажу или что-то из своего имущества, и это освободит пространство, еще и финансово даст. То есть Марс может дать вам энергию действовать. То есть оно валялось, вы не занимались этим. И тут все, взяли, выставили на продажу, выложили, написали объявление. То есть энергия тут такая движовая, как я уже сказала, может вырвать вас из рутины, заставить что-то делать. Это может быть день, когда вы отправитесь в дорогу, полетите куда-то, поедете, но будьте осторожны в дороге. А уже 5 июля Марс будет делать гармоничный аспект к Плутону в Водолее, и это будет связывать второй дом личных денег, имущества с 10-м домом статуса, карьеры. Одновременно Марс делает секстиль к Нептуну в Овне, в вашем 12-м доме гороскопа. Очень мощная энергия пробивной силы, энергия личного напора, воли, которая
которая поможет вам решать вопросы, касающиеся ваших денег, вашего имущества, вашего положения. День, когда вы можете активно, удачно решить какой-то финансовый вопрос через общение, звонок, переписку, переговоры, подачу заявления, запрос на возвраты, обсуждение зарплаты или цены. Также вы можете приобретать что-то, курс для обучения, какой-то гайд, что еще? Приобретать какие-то гаджеты, но тут будьте осторожны. Хорошо будет идти оформление документов, особенно которые связаны с какими-то ценными бумагами, финансами, покупкой, продажей. Может там получение пособий по кредитам, выплатам. Ваше слово или какое-то одно сообщение, звонок может принести вам конкретные финансы или зафиксировать вашу ценность в глазах руководства. И еще это сильная энергия для решения имущественных вопросов через поездки, личные консультации, личные контакты, короткие перемещения, визиты по инстанциям, встречи с арендаторами, покупателями. Ситуация может складываться так, что нужный ответ придет вам именно в движении, в дороге, а зависший вопрос с недвижимостью, ремонтом или крупной покупкой может продвинуться после одного личного разговора. Очень классно в этот день в работе вам может повезти, вы можете подписать какой-то крупный договор, хорошего клиента найти, получить похвалу от начальства или получить дополнительную премию, там какой-то бонус. Еще секстиль Марса к Нептуну в 12 доме усиливает вашу интуицию. Если вы будете что-то уточнять, искать информацию в эти дни, писать, звонить, спрашивать, вас может необъяснимо тянуть к правильному человеку или к нужному каналу. Информация придет как будто случайно, может быть через обрывок фразы, забытый чат, внезапную мысль, но окажется именно той, которая поможет вам решить финансовый вопрос или найти какие-то скрытые ресурсы. Еще Марс с Ураном действует, влияет это соединение, поэтому проверяйте всегда, выходя из дома, плиту, утюг, розетки, не принимайте решений в спешке в начале июля. Но по сути это день, когда ваша личная инициатива, ваша интуиция будет пробивать самые глухие стены в финансах и статусе. Действуйте, результат придет быстрее и легче, чем обычно. Тут прямо реально пробивная сила. Можно добиться чего-то и в карьере, в повышении, и если у вас есть вопросы с госструктурами, органами, что-то подаете, оформляете, тут в этот день, 5 июля, очень хорошая энергия для этого. 6 июля будет напряженный день. Солнце в Раке, в вашем 3-м доме гороскопа, будет давить через коммуникации, поездки, документы, разговоры с ближайшим окружением. А Сатурн в Овне в вашем 12-м доме включает какие-то скрытые ваши страхи, долги, изоляцию и чувство вины. Между ними будет напряженный аспект. Вас могут дергать по вопросам документов, справок, билетов, какие-то бюрократические моменты. Кто-то из родственников, соседей, там, представителей официальных структур может предъявить претензию, напомнить о забытом долге, невыполненном обещании, просроченной бумаге. И вам придется отвечать за то, что вы откладывали в долгий ящик. Может, штраф какой-то придется его оплачивать. Могут быть сбои в поездках, опоздания, потеря важной информации, внезапные проблемы с транспортом. Внутренне вы будете чувствовать усталость, раздражение, желание закрыться от всех. 12-й дом и Сатурн там может давить психологически, да, всплывают какие-то старые страхи, ощущение, что вы загнаны в угол, что все бессмысленно, что вы упираетесь в какую-то стену. Но ничего, тут Сатурн просит разбираться шаг за шагом, действием пробивать этот аспект. Да, все будет даваться через усилия. Если у вас есть какие-то планы на этот день, будьте к этому готовы. Нелегко, но могут быть, да, какие-то в пробке застряли, не попали в нужный кабинет, или не дозвонились, телефон сел, бумаги потерялись. Но если вы выдержите спокойно шаг за шагом, будете все делать методично, закроете мелкие неприятные дела, то именно в этот день вы освободитесь от каких-то хвостов, которые висели неделями, даже месяцами. Не срывайтесь на близких, не выбрасывайте в гневе какие-то документы, не принимайте поспешных решений в поездках, просто потерпите. Этот аспект действует всего лишь пару дней, но придется приложить усилия, чтобы добиться результата. 9 июля Венера переходит в знак Девы до 6 августа, ваш 5-й дом гороскопа, сектор любви, личной жизни, творчества, романтики, детей, удовольствий. Для вас, Тельцы, Венера не просто планета комфорта и гармонии, это ваша планета-управитель, поэтому ее переход в эту сферу жизни ощущается особенно приятно, заметно. Там, где Венера, всегда становится легче, спокойнее. Она сглаживает углы, а Дева добавляет продуманности, порядка и внимания к деталям.
В ближайшие недели до 6 августа ваша личная жизнь начнет приносить вам больше радости и удовольствия. Если вы одиноки, может появиться знакомство с человеком, который проявляет внимание через дела какие-то, помнит мелочи, через заботу, который помогает вам. Может быть даже встреча на работе или это роман с коллегой. В существующих отношениях станет больше уютной рутины. Вы можете приятные вечера вместе проводить, что-то готовить. Партнер вас может приятно удивить продуманными какими-то жестами, совместными планами, красивыми мелочами. Свидания станут более уютными. Прекрасный период, 5-й дом, вообще дом радости и отпуск, отдых может сложиться комфортно. Для кого-то это будет период, когда график более комфортный или когда вы дома отдыхаете, не работаете. Поездки могут быть недалекие, но очень душевные, продуманные до мелочей, там какая-то дача, не знаю, с подругами, с друзьями. Может быть, вы едете в санаторий, на дачу, в уютный отель, где есть режим, забота о себе, все включено. Могут быть приглашения на дни рождения, свадьбы, романтические ужины. Вы будете выглядеть достойно и чувствовать себя в центре общения, в центре внимания. Творчество, хобби тоже выходит на первый план. Венера в Деве обожает полезную красоту, поэтому в ближайшие недели может потянуть вас на что-то переделать в себе. То есть может сходить к косметологу, поменять прическу, сделать новую стрижку, новый маникюр. Вы сами можете чем-то заняться. Вязание, рисование, кулинария, садоводство или какие-то мелкие детальки, там собирать пазлы, разукрашки, я не знаю, что еще может быть. Что-то вам захочется, какое-то хобби начать, такое, руками то, что вы делаете. Любое занятие, где есть процесс и видимый аккуратный результат, будет источником огромного удовольствия для вас. Если у вас есть дети, то будут приятные события, связанные с ними будет легче договориться. Если у вас взрослые дети были какие-то недопонимания, то тут примирение может быть. Дети будут вас радовать своими успехами, новостями, переменами в жизни. Вы тоже можете найти для них хорошего педагога, кружок, развивающую игру, которая увлечет их надолго. В быту будет желание обустроить свой дом до мелочей, купить какие-то органайзеры, красивые контейнеры для материалов, новую скатерть для романтического ужина, удобные подушки для чтения. Что-то такое, качественные мелочи, которые улучшают ваш быт. Даже просто разбор балкона и превращение его в место отдыха с чаем, с пледом принесет вам огромное удовольствие. Могут появиться помощники по дому, няня, которая разгрузит вас, или, не знаю, клининг, и ваша рутина станет более комфортной. Очень хорошо заниматься своим телом, танцы, йога, фитнес как хобби, долгие прогулки с аудиокнигой, плавание. Все это будет даваться очень легко и даваться с удовольствием. Если вы ищете тренера или партнера по танцам, вот именно в этот период можете встретить человека, с которым будет комфортно и весело. А если вы ищете там хорошего косметолога, врача, массажиста, то Венера в Деве может дать вам очень хорошего специалиста, который такой прям дотошный и принесет вам хороший результат. Хороший бонус, что ваши таланты и увлечения могут начать приносить вам деньги. Небольшие, но все-таки. Если вы давно хотели превратить хобби в источник дохода, запустить мастер-класс, начать делать макияж, не знаю, сначала своим знакомым, подружкам за небольшую плату, продавать какие-то свои изделия, особенно ручной работы. Это вообще самое прекрасное время для начала, но я бы рекомендовала все-таки после 24 июля, когда Меркурий пойдет в прямое движение. Пока что можете планировать, создавать страничку, план, а вы запускать уже после 24-25 июля. Еще могут быть приятные подарки, выигрыши, какие-то премии, небольшие, но все-таки. Венера в Деве учит зарабатывать на том, что вы любите, делая это качественно и с душой. 13 июля Солнце соединяется с ретро-Меркурием в знаке Рака в вашем 3-м доме гороскопа. Меркурий непростой, может давать возвращение каких-то людей из прошлого, незавершенных дел, ошибки могут всплыть в документах. Солнце — это ясность, оно высвечивает, да, где вы что-то неправильно сделали, не так написали, нужно переделать. Когда они соединяются, может быть прояснение в каких-то
сферах, связанных с логистикой, транспортом, документами, коммуникациями. Если что-то было там в переписках неясно, в документах, в договоренностях в последней неделе, тут оно высветится. Третий дом отвечает за, в том числе и за бумаги ценные, которые вы ждали, может быть, какой-то договор на подписание, выписку, справку, согласование, визу. Могут всплыть старый документ, который надо переподписать, донести какую-то справку, может, не хватает. Рак – знак семьи, корней, поэтому информация может касаться именно жилья, дачи, наследства, общества, общее имущество с родственниками. Еще в этот день может прийти новость или звонок от родственников, соседей, брата, сестры, племянника. Кто-то из близкого окружения объявится, поделится информацией, которая расставит все по местам. Или вы сами поймете, что надо что-то сказать, спросить, позвоните тем, с кем давно не общались. Разговоры в этот день обладают очень большой особой силой, потому что они могут прояснить ситуацию. Если что-то было неясно, вот можете в этот день, 13 июля, это делать. Поездки тоже активируются, вы можете сорваться, поехать к родственникам, или кто-то из них приедет к вам. В дороге будьте внимательнее с билетами, с маршрутом. Меркурий ретроградный может подкинуть вам какую-то путаницу. Мысли, эмоции в этот день могут быть очень яркие, поэтому не пытайтесь решить все и сразу. День очень хорошо подходит, чтобы получать информацию, обрабатывать ее, а вот действовать лучше чуть позже, когда Меркурий уже пойдет прямо. Если надо какое-то очень важное что-то подписать, документ, подписывайте уже после 24 июля. Но если вы подписываете, может быть, это договор на аренду жилья, может, вы нашли риэлтора, вы нашли дом, который вам подходит, квартиру. Даже если вы подписываете, очень внимательно проверяйте бумаги, чтобы потом не было мелкого шрифта или каких-то условий. Главное событие этой энергии – это ясность, которая наконец-то придет и расставит все по местам в важном для вас вопросе, который тянулся последние недели. Если вы что-то продаете, продавать можно. Возможно, это транспорт, автомобиль или еще что-то. Продавать можете, даже если это недвижимость. Главное, читайте внимательно документы и договор. 14 июля новолуние в Раке, в вашем третьем доме гороскопа. Новолуние запускает новый цикл. Точка отсчета – это энергия, которая будет разворачиваться в ближайший месяц. Рак отвечает за нашу семью, за наши эмоции, за наши корни. Третий дом – это общение, документы, поездки, ближайшее окружение, братья, сестры, соседи, техника, средства передвижения. Новолуние может дать вам переезд в новое место, не знаю, в соседний район, или с квартиры в дом, или на новую квартиру, если вы арендуете. Это энергия чего-то нового, какой-то новости, новый маршрут, новый контакт. Все, что связано с информацией, коммуникацией, получит импульс к обновлению. И может прийти вам еще и новости от брата, сестры, от родственников, которая запустит какую-то новую тему, или вам нужно будет включаться. Может быть, начало нового обучения, курсов, вебинаров, или вы обучаетесь, переходите на новый уровень, на следующий курс. Получение сертификата, все, где вы осваиваете новую информацию. Подписание, получение документов на недвижимость, дачу, землю, договор аренды, купли-продажи, покупка нового гаджета, может быть, телефон, ноутбук, планшет, обновление программного обеспечения, которое давно откладывали, появление нового человека, может быть, еще в вашем окружении, с которым вы начнете активно общаться, или новый коллега у вас на работе, может быть, приглашение в поездку на короткое расстояние, на природу, на дачу, или к родственникам, или в какой-то отель, комплекс. Может появиться у вас идея приобрести велосипед, самокат, какой-то транспорт, или отдать машину на ремонт, наконец-то решить этот вопрос. В общем, всплывет какая-то новая тема для обсуждения, которая займет ваши мысли на ближайшие недели и подтолкнет вас к новым действиям. Может быть, собеседование, если вы ищете работу, новые какие-то клиенты, контакты с ними. Новолуние в Раке очень эмоционально окрашено, поэтому любое из этих событий будет не просто техническим, а каким-то душевным. Да? Если новость, то какая-то приятная новость или приглашение на какое-то семейное мероприятие. Это затронет вас лично, напомнит вам о корнях, о семье. Относитесь внимательно к тому, что происходит в этот день. Семя, которое прорастет в течение месяца. По новолунию это новая энергия, классно закладывать свои намерения. Если вам что-то хочется начать, начинайте. Особенно если это касается общения, учебы, документов, контактов с родными. Энергия новолуния поддерживает вас, и вы можете прописывать свои желания, свои мечты и цели. У меня есть гайд по карте желаний. Это моя личная инструкция, по которой 5 лет составляю свою карту желаний. Я прописала, в каком секторе должны быть
какие сферы, каким цветом, какие дни. Я даже написала вам крючок, как запустить эту карту желаний в течение 2 недель сразу, чтобы она начала уже исполнять ваши желания и работать на вас. По цене 2 чашек кофе вы можете приобрести в описании под этим видео есть ссылка на магазин, и в закрепленном комментарии также оставлю. Обязательно прописывайте свои намерения, свои желания. 18 июля включается очень редкий и гармоничный, самый главный аспект Урана и Плутона, который будет работать как длинное окно возможностей, коридор возможностей до конца ноября. Для вас это 2-й, 10-й дом гороскопа. Это финансы, имущество, источник дохода, техника, траты, все, чем вы владеете. 10-й дом — карьера, статус, репутация, профессиональные цели, публичная роль, авторитетные люди. Период, когда через неожиданную информацию, новые контакты или где-то в дороге, или новые технологии могут резко измениться ваши финансы и ваше карьерное положение, причем в положительном ключе. Желания, которые связаны с доходом, статусом, которые раньше казались вам далекими, недостижимыми, могут реализоваться быстро и нестандартно. Может, у вас какой-то ролик залетит на 1 000 000 просмотров, вы заработаете на этом, прославитесь. Не обязательно одно большое событие, конечно же, но это будет цепочка случайных, как будто бы случайных совпадений. Случайный разговор, ссылка в чате, предложение от знакомого, которое выводит вас на новый уровень, особенно в финансовой карьере, в вашем положении, в обществе. 10-й дом — это наши достижения, да, это когда мы получаем какие-то награды, выиграем конкурсы, соревнования, то есть это высшая точка. Может проиграться через неожиданное появление подработки, проекта с хорошей оплатой, который связан с информацией, текстами, консультированием, IT, с соцсетями, с коммуникациями с людьми. Может быть повышение на работе, предложение новой должности, к примеру, неожиданно кто-то поругался с начальством, уволился, и вас ставят на это место, у вас повышается и доход, и должность, и ответственность. Может быть возможность очень выгодно продать то, что вы давно не могли, там дом, квартиру, дачу, или сдать в аренду, купить что-то. Не знаю, подвернется очень классный момент. Можете купить технику, оборудование, недвижимость, транспорт. Могут решиться вопросы с возвратом денег, документами на имущество, выплатами. Ваш личный талант и знания могут обрести цену и спрос. Помните об этом. И суть этого аспекта, что не все упадет вам 18 июля с небес на голову, богатство, но в том, что резко может расшириться поле возможностей через 2-й дом, через личные ресурсы, доходы. Вы можете узнать что-то, вам напишут, позвонят, предложат, и это станет точкой финансового разворота. А 10-й дом усиливает именно статус и карьеру. И то, что вы долго считали когда-нибудь потом, или недостижимо, или надо много работать для этого, вот тут может неожиданно подвернуться вам возможность, и это все может найти форму через реальные предложения, через реальных людей. По сути, период, когда ваш доход и профессиональное положение могут неожиданно ускориться в сторону ваших целей. Но работает это только через включенность. Откликайтесь на информацию, общайтесь, будьте готовы к нестандартным предложениям, осваивайте новые технологии, не бойтесь проявляться публично. Планеты мощные, они будут поддерживать фон, но в нашем мире это может проиграться очень громко, какими-то громкими новостями, событиями, неожиданными. Посмотрим, каким будет июль. 20-21 июля сходятся сразу 3 очень сильных аспекта. Хочу вам объяснить, чтобы было понятно, потому что многие пишут про этот транзит Юпитер против Плутона. Юпитер — оппозиция Плутона. Мне писали под видео про Юпитер, что почему же вы не сказали, о боже, что там будет происходить. Но много вы не учли. Начнем с того, что Юпитер сейчас в вашем 4-м доме гороскопа, сектор дома, в самом широком смысле этого слова. Не только стены и квадратные метры, это вообще ваше место силы, квартира, дача, родительский дом, ваша семья, ваш род, ваши корни. Юпитер тут хочет расширения, он может дать вам покупку дома, может даже за границей где-то. Вам захочется большого пространства, может быть, для кого-то из вас если проиграется как переезд, обновление жилья, или вы почувствуете, что надо уделить больше внимания родным, родителям, детям. Ваша семья может расшириться, родиться ребенок, внук, племянник. Плутон находится в 10-м доме, и не просто карьера, это любое внешнее давление, которое говорит «ты должен». Это могут быть госорганы, налоговая, соцзащита, банк, суд. Может быть авторитетная фигура, как муж, отец, начальник, старший родственник, чиновник, от которого что-то зависит. Правила системы, которые входят в вашу жизнь и требуют подчинения. А позиция между ними — момент, когда ваш тыл, ваша потребность быть дома, заниматься семьей или жильем, переездом сталкивается с какими-то внешними «надо». Может, вы переехали в новую страну, там нужно оформлять какой-то ВНЖ, прописку, и это все упирается, и никак вы не можете это сделать, или какие-то отказы приходят.
Это в глобальном плане, или вы приобретаете недвижимость за границей, и там нужно еще дополнительные какие-то документы, что-то упирается в стену бюрократическую. Или вы хотите купить дом, взять кредит, а вам отказывают, нужно доказать платежеспособность или принести какие-то бумаги о том, где вы работаете, сколько вы зарабатываете. Но тут есть поддержка. В этот же день Юпитер будет делать трин к Нептуну в вашем 12 доме гороскопа. Это самое глубокое, 12-й дом у нас сектор интуиция, вера, скрытая помощь. Трин между ними — это суперсила, и он компенсирует вот эту оппозицию. В момент, когда давление нарастает и непонятно, как разрываться, что делать, где выход, вы можете почувствовать внутреннее спокойствие и точное понимание, что делать. Может быть, какой-то знак вам придет во сне или во время прогулки, когда вы просто сели, выдохнули, кто-то к вам подсел, завязался разговор, и вы нашли выход. Ваша интуиция в эти дни — компас, который приведет вас к нужному результату. Не отчаивайтесь. Тут 12-й дом, и Нептун отвечает за веру, за высшие силы, за Бога, за молитвы, аффирмации, медитации. Какая у вас вера, я не знаю, но тут прям высшие силы могут вам помочь. Положитесь на себя, на свою интуицию. И 21 июля Юпитер еще и будет делать секстиль к Урану в вашем 2 доме гороскопа, который отвечает за финансы, не в смысле зарплаты, а любые средства, наличные, карта, техника, это ваше имущество, вещи, которые можно продать, сдать. Уран — это внезапность. Выход может прийти неожиданно. Вам могут вернуть долг, о котором вы забыли. Придет выплата, подвернется возможность сдать жилье, купить что-то нужное домой с огромной скидкой. Или вам напишут, позвонят с информацией о деньгах или имуществе, что вам страховая что-то выплачивает. Там, к примеру, вас соседи затопили, тут вам выплатят крупную сумму. Может появиться вариант, или если вы что-то продавали, покупатель хороший на квартиру, и это развяжет узел между домом, давлением каким-то извне. Вообще 20-21 июля будет вас тянуть в разные стороны. Дом, семья требует одного, внешние обстоятельства другого. Не паникуйте, прислушивайтесь к себе, внутренний голос подскажет, что делать в первую очередь. И ждите неожиданной помощи через деньги, вещи, все вот это может разрулиться. Не катастрофа, но обязательно делитесь, что у вас будет происходить, там, какие события будут, потому что все пугают оппозиция Юпитер, Плутон, но никто не говорит про трин к Нептуну, про секстиль к Урану. Это что же мощные планеты, не просто Юпитер, секстиль Меркурий. Обязательно делитесь. Может, у вас уже есть какие-то планы, вы знаете, что у вас там в этот день будет происходить. Если вы творчеством занимаетесь, неожиданно кто-то может купить вашу картину, купить какую-то услугу. Деньги могут перейти именно через творчество, через удаленную работу. Вообще тоже супер. Или помощь от кого-то, да, как, не знаю, не то, что как благотворительность, но вот от души, когда вам человек поможет или финансово как-то закроет какой-то вопрос, решит. Но тут есть выход. Может быть день, когда вы получите новое гражданство, паспорт, ВНЖ, ПМЖ, визу, какой-то очень важный документ, который подтверждает ваш статус на бумагах. А 22 июля Солнце переходит в знак Лев, ваш 4-й дом гороскопа, сектор дома, семьи, недвижимости, родителей, всего, что отвечает за ваш личный тыл. Будет здесь практически весь месяц до конца августа и задаст главную тему этого периода — укрепление корней, обустройство своего гнезда. А если до этого вы много решали внешние вопросы, носились по делам, может быть, переезжали, решали вопросы, то энергия переключается, вам захочется уюта, тишины, стабильности, порядка в своем жилье. Может быть, вы ремонты затеете, либо будете оформлять какие-то очень важные документы на место жительства, на жилье. Может, для кого-то это брак, подписание, как правильно сказать, получение свидетельства о браке или о разводе тоже может быть. Может, вы съедетесь, начнете жить вместе с кем-то, да, с июля по август, этот период. Больше станете ценить свой быт. Может быть, тянуть вас будет к дому, к родителям, детям, обустройству пространства. Вы будете решать именно вопросы семейные. И семейное мероприятие какое-то может быть не просто посиделки, а какой-то большой праздник. Вопросы недвижимости, которые висели в воздухе, начнут проясняться, придут документы, договоренности, решится вопрос с арендой, с куплей-продажей, ремонтом, наследством. Почему? Потому что уже 23 июля Меркурий переходит в прямое движение. Если до этого транспорт подводил, ломался, надо было на техосмотр машину отправить, или вы искали машину для покупки, не находили, может быть, бытовая техника ломалась, приходилось вызывать мастера, то все, с 23 июля все пойдет в прямое движение, вы сможете договориться, вы сможете уже починить дома технику, можете вести переговоры какие-то, можете помириться с братьями, сестрами, родственниками, оформить страховку,
переоформить какие-то документы, завершить их, потому что энергия уже будет, если там было ожидание у вас по каким-то вопросам, да, с документами, с транспортом, теперь уже энергия будет направлена на реальные действия. И подписывайтесь обязательно на мой канал, потому что он больше может вам не попасться в рекомендации. Сейчас есть обновление YouTube, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. 29 июля очень важный день, он запускает годовой цикл удачи в вашем секторе семьи, родителей, дома, недвижимости, вашего места силы. Одновременно подводит еще итог по 10-му дому, происходит полнолуние в этот день. Солнце соединяется с Юпитером. Это вообще запуск на целый год, запуск удачи. Вы можете вложиться в свое семейное, жилищное счастье на целый год вперед, прописать цели, мечты, планы. Вот этот день самый лучший для того, чтобы делать карту желаний. Ну вообще супер. День, мощная энергия. Прописывайте обязательно свои планы на целый год. В этот день вы можете наконец-то, если весь месяц вы бегали, решали, вы ездили, смотрели разные варианты квартиры или дома, можете наконец-то после 29 июня подписать договор купли-продажи недвижимости, земли, участка, гаража или помещения для бизнеса, подписать аренду, договор. Можете внести задаток, взять ключи, начать оформление. Вам могут предложить участок за городом, и вы решитесь, это кажется выгодным вложением. Может прийти новость от родителей, мама сообщит о наследстве, папа предложит помощь деньгами на жилье, или у мамы какие-то перемены, у нее переезд, у нее что-то важное. Кто-то из старших родственников может решить переписать недвижимость на вас, включить вас в завещание. Если вы живете в другом городе, другой стране, можете получить весточку от родных, которая заставит вас задуматься о возвращении или наоборот, перевозе родителей к себе. Вы можете получить также какие-то важные документы на место жительства, новость, продвижение по ним. Дети могут приехать к вам без предупреждения, взрослые, с подарками, с важным разговором, который изменит расстановку сил в доме. Может быть новость о беременности, о рождении ребенка в вашей пополнении в семье. Семья начнет расширяться в прямом смысле этого слова. Невестка появится, зять, племянница. Может, вы решите, что вы хотите планировать ребенка вот именно в этот день. Если вы живете одни, там никуда не ходите или не собираетесь, событие может прийти вам через звонок, может вам позвонят из госорганов, скажут, что вам повышают какую-то выплату, или вы наткнетесь на информацию о субсидии, программе для вашего жилья, ну что-то приятное, может что-то почините, купите в дом или вам подарят что-то для дома классное. Можете получить посылку от родственников. Очень классный аспект. Солнце соединение с Юпитером очень мощную энергию дает. Если вы хотите заниматься недвижимостью, открывать бизнес, семейный, ресторанный, или вы уже этим занимаетесь, тут может быть очень хороший рост. Запускайте обязательно рекламу, продвигайте себя, свой бизнес, особенно если он связан с 4-м домом, с едой, с рестораном, с недвижимостью, с землей, с семьей, заботой, вообще супер. Тут может быть энергия классная, и можете тут запускать. Если вы даже не занимаетесь, можете задуматься об этом или работать из дома, свое дело открывать, сдавать в аренду свое жилье посуточно или на лето. Не знаю, тут вообще аспекты супер благоприятные. В этот же день происходит полнолуние в знаке Водолей в вашем 10-м доме гороскопа и дает вам итог по вашему статусу. Придет окончательный ответ по ипотеке или кредиту на жилье, одобрение или мотивированный, может быть, отказ, который замотивирует вас что-то еще там больше работать, вкладываться, какие-то документы собирать, чтобы искать другой какой-то путь. Может решиться вопрос прописка, ВНЖ, ПМЖ, гражданством, регистрацией, потому что это документ, подтверждающий ваш статус официально. Суд может вынести решение по разделу имущества, алиментам, наследству, вы можете получить бумагу на руки, и это зафиксирует ваш новый статус. Если вы в разводе, может прийти официальное подтверждение, что вы там свободны уже на бумагах. Если замужем, может измениться статус через покупку общего жилья, открытие общего бизнеса, через признание вас главой семьи в каком-то документе. Еще, если вы не работаете, ваш статус все равно может измениться, да? На бумагах что оформите пособие, что-то, не знаю, поменяете. Станете тем, кто отвечает, возможно, за дом официально. Что еще? Прописка, может, какая-то. И в этот же день есть оппозиция, да? Ложка дегтя. Солнце к Плутону. Давление извне. Может быть такая ситуация, когда, к примеру, вы переезжаете, а муж скажет нет, хотите переехать, муж скажет нет, я против переезда, против иммиграции, или отец поставит ультиматум, или чиновник вернет вас домой и скажет нет, бумаг не хватает, дополнительных справок принесите. То есть станет в позу. Начальник может именно
в этот день объявить вам о новых обязанностях или сказать, что кто-то уволился, теперь вы за него будете это делать, или вам нужен выходной, семейное мероприятие, а начальник скажет нет, я не отпускаю, сейчас очень большая загруженность. Если вы работаете, то и не работаете там, не знаю, вы в декрете или еще что-то, давление может быть через мужа, через отца или какого-то авторитетного человека, могут задерживаться выплаты, может быть ссора с кем-то из родных. Ваша задача не прогибаться, но и не воевать в этот день, потому что аспектов много хороших очень, и они будут вас поддерживать, потому что оппозиция может создать искушение сдаться или взорваться. Не нужно делать ни того, ни другого. Фоном будет работать Юпитер к Нептуну, это ваша интуиция. Вы внутренне почувствуете, как обойти давление, что делать. Если даже чиновник там в чем-то отказал, в госорганах что-то не получилось сделать, оформить, вы можете через час встретить знакомого, который даст контакт частного юриста и решится вопрос за день. Или там муж упрется, или жена. Лучше не спорить, а спокойно на следующий день привести какие-то аргументы, которые он или она не ожидали. В итоге все будет так, как вы запланировали. Очень классный день, классная энергия. Вы можете получить новость, результат по дому, семье, статусу, документы, ключи, деньги, решение суда, известие о пополнении. Внешнее давление будет, но вы его обойдете через нестандартный ход и свою интуицию. Обязательно загадывайте желание о доме, о семье. Все, что вы заложите в 29 июня, будет расти и радовать вас целый год. И обязательно делитесь, какие у вас планы. Может, вы переезжаете, может, вы покупаете недвижимость за границей, может, вам родители подарят квартиру. Обязательно делитесь, какие у вас планы, что у вас там будет происходить. Может, у вас свадьба. Делитесь, и я желаю вам удачного и очень счастливого, успешного месяца, дорогие тельцы.